В исламе понятие чистоты выходит далеко за рамки обычной бытовой гигиены. Это неотъемлемая часть веры, иман, ее видимое воплощение. Пророк Мухаммад сказал: «Чистота — половина веры». Для мусульманки гигиена — это не просто вопрос комфорта и эстетики, это ритуал, дисциплина и способ приблизиться к Аллаху, проявить уважение к своему телу как к аманату, доверию от Создателя и к окружающим. Давайте рассмотрим ключевые особенности этого подхода, где каждая практика наполнена глубоким смыслом и заботой о физическом и духовном здоровье. Полное омовение, гусль, как ритуальное обновление. Это самый масштабный акт очищения, который обязателен в определенных состояниях. После прекращения менструации, хайд, и после родовых кровотечений, нифас. После интимной близости, даже без семяизвержения. После принятия ислама. Почему это важно? Гусль — это не просто помыться после месячных. Это символическое и реальное возвращение в состояние ритуальной чистоты, тахара, которое позволяет женщине совершать намаз, поститься. Действительность поста не прерывается, но для полноты духовного состояния важно читать Коран, по мнению большинства богословов, посещать мечеть и возобновить супружеские отношения. На практике это выглядит как тщательный процесс с намерением, ният, полоскание рта и носа, омовение всего тела, включая кожу головы, так, чтобы вода дошла до корней волос. Представьте, что вы смываете не грязь, а состояние временного ограничения, возвращая себе полную духовную дееспособность. Для многих женщин это момент особого успокоения и обновления. Вторая особенность женской гигиены — это тахарат, подмывание, и истинджа, непрерывная чистота. Это ежедневная, обязательная практика после каждого похода в туалет. В жизни это выглядит следующим образом. Использование воды левой рукой для тщательного очищения соответствующих мест. Предпочтительно сочетание воды и туалетной бумаги для достижения идеальной чистоты, нафафа. Смысл в том, что тело верующего не должно контактировать с наджасой, ритуальной нечистотой, даже кратковременно. Это прививает постоянное чувство опрятности. Более того, это подготовка к возможной молитве в любой момент, ведь намаз может быть совершен вне дома, и условием его действительности является чистота. После мочеиспускания требуется особое старание, чтобы исключить попадание даже остаточных капель мочи на одежду. Пророк предупреждал о наказании в могиле за халатность в этом вопросе, что подчеркивает его серьезность. Третья особенность — гигиена во время менструации, хайд, и послеродового периода, нифас. Это сфера, где гигиенические правила тесно переплетаются с духовными облегчениями. Что же здесь происходит? Женщина освобождается от обязательного намаза и поста, пост нужно восполнить позже. Это не наказание, а милость Аллаха, учитывающая физическое и эмоциональное состояние. Чтение Корана, по мнению большинства богословов, и пребывание в мечети не рекомендуются. Это не означает нечистота в бытовом смысле. Она может вести обычную жизнь, готовить, работать, обнимать мужа, изучать исламские науки, слушая, читая тафсиры, не касаясь текста Корана. Гигиенические особенности таковы: обязательность поддержания физической чистоты, регулярный душ, смена средств гигиены, использование парфюма для устранения возможных запахов. Все это часть уважения к себе и окружающим. Отношения с мужем, позволены ласки, кроме непосредственно интимной близости. Это время для проявления особой нежности и укрепления эмоциональной связи. Это время считается периодом отдыха и внутреннего обновления. Мудрая женщина использует его для другого вида поклонения — зикра, поминания Аллаха, дуа и получения знаний. Четвертая особенность женской гигиены является удаление волос, естественность и опрятность. Сунной для женщины является удаление волос в области подмышек и в паховой области, лобка. Это делается с целью гигиены.
Данные области наиболее подвержены размножению бактерий и появлению запаха. Удаление волос облегчает поддержание чистоты. Это также подчеркивает природную красоту и ухоженность, что важно для гармонии в супружеских отношениях. Следование фитре – естественному предрасположению. Как и стрижка ногтей – это часть врожденных склонностей к чистоте, которые пророк рекомендовал соблюдать. Допустимы любые безопасные способы – бритва, крем, воск. Главное – не наносить вред коже. Ислам формирует целостную гигиеническую культуру. Вуду – малое омовение. Обновляется несколько раз в день перед намазом. Это означает регулярное омовение лица, рук до локтей, протирание головы и мытье ног. Кожа постоянно очищается. Чистота одежды и тела от наджасы – постоянный контроль, чтобы на одежде для намаза не было следов крови и других нечистот. Поддержание порядка и чистоты в жилище также относится к благим делам. Постель, кухня, ванная – все должно быть опрятным. Особое внимание уделяется гигиене полости рта. Использование сивака, мисвака – не просто чистка зубов. Это сунна, угодная Аллаху и приятная для окружающих. Волосы должны быть ухоженными, заплетенными, особенно при выходе из дома. Поощряется использование допустимых благовоний, масла и духи без алкоголя. Тело мусульманки, ее одежда и ее дом должны быть чистыми не потому, что так принято, а потому, что она готовится в любой момент предстать перед Аллахом в молитве и представать перед людьми как пример, несущий свет религии. Личная гигиена для мусульманки – это комплексная система самоуважения, дисциплины и духовной связи. Это путь, который начинается с намерения получить довольство Аллаха. Реализуется через постоянные осмысленные действия – гусль, вуду, удаление волос. Охватывает все сферы жизни, от интимной гигиены до чистоты дома. Имеет конкретную цель – быть чистым творением, достойным предстать перед Творцом и быть гармоничной частью общества. Это не бремя, а привилегия и осознанный выбор. Через внешнюю чистоту мусульманка воспитывает в себе внутреннюю чистоту, чистоту сердца от зависти, лицемерия и гнева. Ведь, как говорили праведные предшественники, они усердствовали в очищении своих тел, и Аллах очистил их сердца. Пусть Аллах примет наше стремление к чистоте и сделает ее искренним поклонением.